7-е место в нашей подборке мы отдаем Дофиновским пляжам. И, кстати, сейчас в видео все очень даже неплохо, потому что это не разгар сезона. В сезон море здесь грязное, пляж также. Очень много медуз. Мы приехали на пляж Дофиновки, и по сравнению с разгаром сезона летнего, здесь сейчас пусто. Молдаване уехали домой. Белорусы тоже. Да, все, освободили пляж. Белорусы тоже, да? А сейчас остались одни местные. Не, все равно вон кемпинг-дом на колесах, вон еще есть, то есть приезжие еще есть. Но их осталось процентов 10 от общей массы. А мы сегодня тоже выехали на пляж. Подстилку забыли, зонт забыли, кепки никому не взяла. Вот. И даже вон по следам на песке видно, что кто-то, видно, вечером или утром дрейфовал тут на джипах. Крутили колесо. Вот такая вот красота сегодня в Дофиновке. Ай. Медузки. Смотрите, какие медузы огромные. Гигантские просто. Их хорошо видно, потому что вода чистая и прозрачная сегодня. И вон еще одна. Медузы здесь, конечно, звери сегодня, да? Покажи, как тебя залепило. Это еще не видно, чуть позже опухнуть будет красная. Здоровая, да? Да. Причем еще догоняют и повторно кусают. То есть мало, она еще раз догнала, еще раз заново тебя. Значит, заслужил? Да. Если вы захотите приехать сюда в июле-августе, то советую делать это ранним утром, потому что к обеду свободное место для вашей подстилочки останется только у дороги. Что, вот такой вот пляжный диванчик? Хорошая вещь. Алиса! Алиса, Алиса! Где мама? Где мама? И я считаю, что для того, чтобы ваш отдых прошел на релаксе, нужно выбирать так называемые пляжи для интровертов, людей, которые не любят большое скопление народу. И это точно не о курортном. Мы даже не стали спускаться на пляж, едем дальше. Затока делится на 4 района – Лиманский, Центральный, Солнечный и Будакскую косу. Из всех только на Будакской косе можно найти относительное уединение, а в остальном летом здесь массовое скопление отдыхающих, шумно и грязно. 9 утра, народу уже на море прибавляется, вот мы только вышли. Но пока еще меньше, чем было вчера. Идем занимать свободный пляж, свободное место. В этой части затоки база за базой, они идут очень плотно друг к другу. И вот мы снимаем недорогие номера по 350 гривен в сутки. Наверное, дешевле здесь уже не найдешь. Вот. А вообще цены колеблются. Наверное, от таких цен, как мы снимаем, и до 1500 в сутки сейчас уже. Тут уже полный капец, аншлаг. А я такая думаю, почему здесь пусто? Оказывается, там же эти штуки пенопластовые, где спускают всякие водные развлечения. Поэтому здесь нельзя ложиться, поэтому так свободно. Медяшки только у Наташки. Сейчас вы поймете, почему Коблева я не люблю. Я вот иду вдоль этих пляжей, и мне даже не хочется куда-то к морю сойти. Это капец просто. Ну, для меня это не отдых, я не знаю. Народу вал. Центральные пляжи Коблева самые грязные, хотя активной молодежи это место придется по душе, потому что здесь куча баров, дискотек и аттракционов. На пляже Бора-Бора мы нашли вот такие классные качели в воде, место для фотосессий на закате.
Я бы в Коблево не приезжала. Сюда приезжает вся Украина, но для меня это такой негативный пляж по количеству людей, но это жесть какая-то просто. Причем в любую сторону, куда ни глянь, народу очень много. Ну а на третьем месте центральный пляж нашей Одессы Аркадия. Отличное место для ночных и шумных тусовок, но точно не для спокойного пляжного отдыха. Сейчас первые теплые дни лета, и это, можно сказать, почти нет людей. Я покажу вам как-нибудь, что здесь делается в июле. Вон Ибицу отсюда хорошо видно. Мы идем по центральной Аркадийской аллее, и сейчас только утро. Но у меня такое ощущение, что весь город здесь. Второе место – это Ланжерон. Кстати, вот на этой набережной возле дельфинария все еще более-менее прилично и спокойно. Пенсионеры с подстилочками сюда приходят, отдыхают. Просто компании молодежи. А сейчас я вам покажу трэш. Тудун. Плотненько так. Как люди любят такой отдых, я не понимаю. Летом это один из самых шумных и грязных пляжей в Одессе, и мы местные сюда не ходим. Ну и первое место – пляж Лузановка. Здесь отдыхают приезжие из области. Весь поселок Котовского также здесь. Прям посредине пляжа кусок вот такой вот вони грязнючий. Вообще я пляжи Лузановки не люблю. Мы стараемся летом за город куда-то уезжать на выходные. Вот. Ну вот буквально мы сегодня первый раз здесь, народу много, но море чистое на удивление, если не считать вот эту вот гору водорослей позади меня. Я вам расскажу историю, которую я вот сегодня узнала. Из-за карантина настолько здесь очистилась береговая линия в Лузановке и вся вообще экоструктура пляжа, что недавно, 2 дня назад, мужчину ударил скат в этой акватории. Вы представляете? Здесь вообще отродясь сюда скаты не заходили. Рыба не приплывала. Да, здесь рыба дохла, реально. Я в шоке вообще от истории про ската. Реально, если бы здесь было меньшее количество людей, возможно, мы бы приезжали сюда чаще. А так здесь весь поселок Котовского отдыхает, приезжих очень много. Лузановку я бы никогда не посоветовала для отдыха своим друзьям, так же как Ланжерон или Аркадию. Это самые грязные пляжи в Одессе, самое грязное море и песок именно в разгар сезона. В моем предыдущем видео я сделала подборку очень классных пляжей Одессы и области. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Уверена, что вы будете удивлены, что есть такие замечательные места у нас, в большинстве которых вы раньше не бывали и не знали о них. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!